ты покупаешь такую косметику, ты ждешь чего-то вау, переплачивать 2 раза за то, чтобы удовлетворить чьи-то запросы. Но тем не менее, ColourPop классные ребята. Дорогие друзья, всем привет! Рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. Меня зовут Даша, и сегодня мы поговорим о классной палетке от ColourPop. Но прежде чем я начну, пожалуйста, остановите видео, нажмите колокольчик, подпишитесь, оставьте комментарий. Все по традициям, это очень поможет развитию моего канала. Поехали! Сегодня, наверное, у нас будет самый милый выпуск. Это палетка от ColourPop Малыш Йода. Но прежде чем мы посмотрим на оттенки, пигментацию, стойкость теней, давайте по традиции поговорим о бренде, потом я расскажу о самой коллекции, которая вышла, и перейдем уже к главному виновнику торжества. Что представляет собой бренд ColourPop? Вы давно просили меня сделать обзор на бюджетную косметику. Собственно, ColourPop — это и есть бюджетный бренд, который представлен в США. Бренд достаточно молодой, он был основан в 2014 году братом и сестрой. У ребят была уже написана классная история и собрана уникальная экспертиза, потому что отцовский бренд, он занимался непосредственно производством косметики для многих известных косметических марок, которые мы по сей день знаем, используем и очень любим. Например, косметика от Kylie Jenner до недавнего времени выпускалась как раз-таки в коллаборации с ColourPop. Коллаборация, наверное, не совсем правильное слово. Собственно, ее и выпускал ColourPop. За это многие ругали Kylie Jenner, потому что ее продукция — это люкс, практически достаточно высокий ценовой сегмент у продуктов, поэтому, когда ты покупаешь такую косметику, ты ждешь чего-то вау. Не только от продукта, но и от упаковки. ColourPop — это бюджетная история. Если посмотреть на сайте, средства варьируются примерно от 5 до 20 долларов. Конечно, если мы берем сет или, возможно, что-то уникальное в коллаборации, это будет чуть-чуть дороже, но в целом средства очень-очень бюджетные. Их может позволить практически каждый человек, поэтому косметика невероятно популярна в ТикТоке, в Ютьюбе, и, собственно, вообще вся вот эта база, да, ColourPopских фанатов, она формировалась в интернете. А почему, сейчас вам расскажу. Когда бренд появился в 2014 году, тогда уже технологии, интернет, все это сильно-сильно развивалось, и ребята, брат с сестрой, решили, что им не нужны офлайн-магазины. Это все давно в прошлом. Все покупают косметику онлайн, когда можно действительно даже примерить ее на себя. Например, на сайте Charlotte Tilbury ты можешь действительно посмотреть, как тебе тот или иной оттенок пудры, тонального средства, румян. Все очень интересно и, главное, что реалистично. И ребята тогда уже шли в ногу со временем, и они понимали, что будущее за онлайн-продажами. Поэтому они запустились, и па-бам! Не было ни одного магазина, где можно прийти и просто действительно потрогать текстуру, пигментацию. Это зачастую очень важно, особенно когда нет обзоров. Но, тем не менее, косметика выстрелила, особенно за счет коллаборации с ютуберами. Потому что если вы посмотрите на американских блогеров, вот именно 2014, 15, 16 года, они очень много снимали косметики ColourPop. Понятно, что, скорее всего, это была бартерная история, когда ребят задаривают косметикой, и они обо всем этом рассказывают. Но я думаю, что если бы качество было плохое, наверное, и не было бы столько оваций, а главное, что бренд не стал бы буквально номером один в производстве достаточно бюджетной продукции. Потому что, забегая заранее, качество нереально классное, и его очень сложно найти у похожих бюджетных брендов. Все мы с вами вспоминаем Maybelline, L'Oreal, и у них действительно есть продукты, за которые мы их очень любим. Например, тушь, которую я использую ежедневно в различных оттенках, классная, аналогов не нашла. То есть можно найти какую-то хорошую, да, но вот Maybelline, она мне прям безумно подходит. Также, наверное, в любом бюджетном бренде мы можем найти то средство, которое невероятно нравится. Если мы говорим о ColourPop, то там практически все средства очень-очень хорошие. Они заслуживают того, чтобы вы попробовали, купили и в дальнейшем, уверенно, оставили в косметичке и пользовались на постоянной основе. Расскажу, что прославила бренд ColourPop. Собственно, многие бьюти-голики, скорее всего, знают об этом. Это Супер Шок тени. Они действительно очень классные и необычные. С одной стороны, это достаточно кремовая, шелковистая текстура, которая безумно пигментирована. Она влажная, но не забивается в складки века, она не скукоживает его. За счет этого смотрится все очень ярко, необычно, а главное, таких структур до этого рынок не видел. Сейчас, если мы посмотрим на пигменты известных производителей, да, или, может, какие-то сатиновые тени, они будут немного похожи, но они отличаются. То есть вот эту историю начал именно ColourPop, многие, конечно же, сейчас повторяют, и в этом они очень хороши. А главное, что цена, она
безумно дешевая. Я посмотрю, конечно, на сайте, но мне кажется, порядка $5-6, что, собственно, не может не радовать, потому что ячеечка такая, да, шайбочка, она достаточно большая, хватит надолго. Единственное, с чем сталкиваются, да, с единственной проблемой, что их достаточно сложно наносить. То есть это обязательно должна быть синтетическая кисть, но она не всегда переносит цвет, зависит от конкретного оттенка, поэтому я советую использовать пальчик. Как всегда, наш лучший друг. И как я уже сказала, история бренда зародилась буквально в интернете с помощью инфлюенсеров, которые тестировали, рассказывали. И только лишь в 2017 году бренд заключил контракт с Sephora, и они там уже открыли свои какие-то небольшие корнеры, где и была представлена косметика. Как я сказала, в России ее достать достаточно сложно. Это либо должны быть перекупщики, которые закупают, к сожалению, не всегда оригинальные товары, поэтому, пожалуйста, проверяйте подлинность того, что вы покупаете, либо непосредственно шоурумы, где представлены необычные оригинальные бренды из Америки и прочих европейских прекрасных стран. ColourPop — это, наверное, единственный бренд, в котором представлено невероятное количество коллабораций. Да, многие бренды уже следуют этой тенденции, потому что здесь мы понимаем, что мы охватываем большую аудиторию. Мы транслируем свою косметику не только на тех, кто любит наши текстуры, кто любит наш бренд, но и на тех, кто любит то, к чему приурочена эта косметика. Кстати, очень классный ход и действительно цепляет, потому что на тот момент я не очень сильно понимала вообще, что такое ColourPop, потому что в России сложно достать, не тестировала, смотрела обзоры, конечно, было интересно протестировать, но помню, что невероятно приковала внимание коллекция, которая была приурочена мультфильму Sailor Moon. Боже мой, Sailor Moon — это мой любимый мультфильм, я его невероятно люблю, мне кажется, я пересматривала его миллион тысяч раз. И когда я это увидела, моя рука дрогнула. Это как когда ты заходишь на Алиэкспресс, и все увешано единорогами, мангой, прекрасными сейлор-мушками, и ты понимаешь, что, о боже, я та Даша 10 лет, которой так этого не хватало, мне это срочно нужно. И я помню, что тогда, буквально в каком-то порыве шопоголизма, я начала разбираться, как сделать доставку, как это все заказать и оформить. Правда, тогда меня ждало какое-то безумное разочарование, потому что, не знаю, то ли это был какой-то баг и косяк на сайте, то ли это было связано конкретно с этой коллекцией, не знаю, насколько часто это бывает у бренда ColourPop, пожалуйста, если вы знаете, напишите, потому что тогда меня безумно это расстроило, они почему-то косметику Sailor Moon не доставляли в Россию. Сейчас поняла, что я вас немножко обманула, я имела в виду, что косметику нельзя заказать, вот пощупав, потрогав, протестировав в офлайн в России, он не представлен, этот бренд, но, тем не менее, сейчас доступна доставка в Россию. Занимает она, правда, большое количество времени. Я помню, что тогда я заказывала в Тулу. Тула находится не так далеко от Москвы, то есть порядка 2-3 дней дополнительно приходится ожидать, если мы заказываем иностранную посылку. И тогда это шло примерно 2,5 месяца. Говорят, что ColourPop увеличил сроки доставки из-за того, что там произошла пандемия, и тогда в США была действительно сложная обстановка. Я просто рисковый человек, которому очень нужна была эта палетка. Вот. Но, тем не менее, ждешь достаточно долго, и это немного расстраивает. Поэтому многие покупают косметику на Озоне. Я знаю, что там есть несколько продавцов, которые официально продают ColourPop, но, пожалуйста, будьте внимательны. Wildberries, Озон. Если вы видите дорогую косметику, например, Huda Beauty, которая стоит 5 или 7 тысяч рублей, она продается за 500 рублей, за 600, это фейк. То же самое связано с ColourPop. Там есть фейковые позиции, есть настоящие. И, насколько я знаю, да, я смотрела другие обзоры блогеров, ColourPop там действительно оригинальный, неплохой, но и по цене он очень сильно кусается, потому что палетки, которые продаются у них примерно по 1200 рублей, $16 плюс-минус, они стоят по 2000, по 3. Но здесь уже вопрос того, хотите ли вы ждать, потому что когда ты оформляешь заказ на ColourPop, ты понимаешь, что примерно 2-3 месяца я буду ждать. Конечно же, если ты блогер, если ты бьюти-голик, и тебе невероятно хочется вот прямо сейчас ее потрогать, намазаться и вообще всей такой красивой сиять в этой косметике, то придется раскошелиться. Тут вопрос того, что вам больше нравится. Я, наверное, за то, чтобы косметика оставалась бюджетной, если она бюджетная, потому что переплачивать 2 раза за то, чтобы удовлетворить чьи-то запросы людей, которые перекупают косметику, это немножко грустно. Помимо коллаборации с Sailor Moon, о которой я невероятно страдала, так ее и не заказала, уже не было сил искать где-то альтернативу, у них представлено огромное количество прикольных коллаб, непосредственно диснеевские, с различными мультфильмами, героями, названные в честь героев. Сейчас, например, есть коллаборация с Рудольфом, это такой прекрасный рождественский олененок. Также у них есть коллекция Барби Малибу, вы, наверное, видели, что такое розовое, прекрасное, и много-много еще других.
Но что мне очень понравилось, когда я сейчас заходила на сайт, то я увидела у них такую историю, связанную с благотворительностью и защитой животных. Я как раз в предыдущем видео рассказывала вам о том, что многие бренды кричат об этом, но ничего не делают. А ColourPop, он достаточно прогрессивный, он достаточно молодежный, а как мы знаем, что молодежь сейчас, мне кажется, к счастью или к сожалению, немножко впереди нас, когда мы были их возраста. Там представлены две тенюшки, очень носибельные, как я уже сказала, интересные, и вся их стоимость будет, насколько я поняла, она будет передана в фонд защиты животных. То есть это на покупку их продуктов питания, на содержание, на благоустройство того, где они живут и все прочее. Мне показалось это нереально классным. И, кстати, там еще есть анкеты разных животных, которых можно прямо сейчас забрать себе. Не знаю, как это работает, наверное, в Америке проще, нам, к сожалению, в Россию щеночка или котеночка не доставят, но, тем не менее, ColourPop — классные ребята. А теперь, когда мы прониклись историей бренда, я думаю, можно перейти к самому главному. Это к нашей прекрасной палетке и, собственно, коллекции, в которой она была представлена. Было это примерно год назад, и тогда, я помню, была представлена палетка, она безумно, конечно же, всех заинтересовала, потому что это супер-супер мило. Я небольшой фанат «Звездных воинов», потому что, честно говоря, я их как-то полноценно и не смотрела. Пока еще не дошли у меня руки сесть, осмыслить и понять, нравится мне или нет. Не смотрела сериал «Мандалорец», но когда я ее увидела, я поняла, что эта малышка Йода, должна быть на моем косметическом столике. Она должна меня радовать и просто невероятно мило. Божечки, как мне она нравится. Я прям смотрю на нее и хочется его вот так вот за щечки потискать. Расскажу вам об этой коллекции. Она была представлена примерно в ноябре. И, насколько я поняла, там был бешеный ажиотаж, потому что все мило, классно, инстаграмно, как мы любим. И люди стояли в очереди буквально час-два. То есть ты не мог прям прийти оформить свою палетку. Нет, ты должен был ждать. И потом, конечно, когда она с безумным ажиотажем разошлась, очень было все успешно при запуске, они ее перевыпустили, и в марте она стала доступна. По стоимости стоит она $16, это примерно 1200 рублей. Правда, мне не повезло дважды, потому что когда я ее покупала в марте этого года, она была по полной стоимости $16, и потом буквально через 2 дня она была на сейле $8. Если не ошибаюсь, то это примерно 600 рублей. Мне кажется, за такое количество рефилов, а их здесь 9, очень-очень бюджетно, и главное, что качество там невероятное, я вам совсем скоро все покажу. Вот, и сейчас, когда я проверяла, также палетка стоит $8, что мне кажется просто невероятно бюджетно, потому что, к сожалению, давно не смотрела на палетки от Maybelline, от L'Oréal, Bourjois, но мне кажется, там, наверное, однушку за такие деньги купишь, поэтому прям невероятно здорово, советую очень присмотреться. И, кстати, ColourPop очень любит скидки. У них и на Black Friday были очень хорошие предложения, и в целом, когда коллаборации немного устревают, но не устревают оттенки, мы же понимаем, да, что коллаборации, они всегда основаны на каких-то базовых вещах, которые потом можно в дальнейшем очень часто еще использовать, краситься и наслаждаться. Сейчас палетка стоит $8, и мне кажется, такую цену это просто невероятный подарок на Новый год, на 8 марта, просто чтобы сделать счастливой вашу младшую сестру или старшую. Пожалуйста, присмотритесь, она реально хороша. В новой коллекции, помимо этой палетки, было представлено еще несколько вещей. Это вторая палетка, которая так и называется «Мандалорец», но, правда, она более сероватая, дымчатая, дуохромная. То есть такие цвета, которые прекрасно подойдут для смоки айс и вообще для таких акцентных макияжей. Также там были представлены блески для губ на масляной основе, зеркальце, косметичка, и вот все это так продается. Можно купить сет из палеток, можно купить полностью сет, но, тем не менее, эту палетку они приурочили к запуску новой коллаборации, поэтому мне кажется, что сейчас самое время о ней рассказать. Теперь давайте с вами посмотрим на саму палетку, сделаем сводчи, поговорим о текстурах и вообще рассмотрим, насколько она носибельная, потому что многие люди пугаются ярких макияжей, и это даже там речь не про красный, не про фиолетовый, а даже про зеленый, потому что зеленый — это цвет, который мы редко носим, это цвет, который достаточно такой акцентный, но, ребята, он не должен вас пугать, потому что здесь зеленый, он достаточно приглушенный. Кстати, если вы ищете, да, какие-то более такие яркие, вызывающие цвета, то посмотрите Джеффри Стара и другие палетки, которые действительно нацелены на какие-то вау, всплеск безумия. Здесь цвета носибельные, то есть они подойдут буквально каждому, неважно, у вас карие глаза. Кстати, видела девушку, которая тестирует палетку с карими глазами, было просто невероятно красиво. Вот, зеленые глаза, карие подойдет абсолютно всем, поэтому, пожалуйста, давайте вот с этого момента мы покупаем акцентные палетки, мы не боимся цвета, потому что сегодня я покажу, как с ним работать, и объясню, что она действительно универсальная, несмотря на то, что это не нюдовая палетка, не бежевая, а зеленая.
Теперь давайте я поподробнее их нанесу на руку, и мы с вами все их посмотрим в деле. Давайте начнем с пигментов. Я сейчас нанесла самый светлый оттенок, который прекрасно подойдет для высветления нашего внутреннего уголка глаза. Также нанесла серебристо-дымчатый пигмент, который подойдет, да, для первой нашей стороны затемнения, и непосредственно золотой. Но мы можем видеть, что он не совсем золотой, да, он тоже отдает зеленый, что прекрасно объединяет во всю общую концепцию этой палетки. Теперь давайте посмотрим на еще один пигмент. Он у нас представлен здесь, это такой интересный хаки оттенок, который также металлизирован. И вот этот необычный Little Frog, который просто у нас матовый, да, но на нем наслоены блесточки. Честно скажу, что когда вы его наносите, то блесточки немножко разлетаются в разные стороны, но я думаю, что общей картины макияжа они не испортят. И по традиции я нанесла все матовые оттенки рядышком. Это оттенки для затемнения из такой болотной тематики и непосредственно кирпично-рыжие оттенки, но я называю их кирпично-рыжими, а на деле они смотрятся более коричневато, благородно и отлично пересекаются зеленым цветом. Немного поговорим о самой упаковке. Она, как мы уже сказали, невероятно милая. Есть вкрапления таких, да, галактических капелек, которые у нас выпуклые и очень приятные на ощупь. Единственное, что меня в ней смущает, что она бумажная. Перед обзором я подготовилась, я ее помыла, сделала ее максимально классной и красивой для вас. Но сейчас, когда я делала сводчи, вы в этом убедитесь, немножко опять у нас вот, да, вот эти оттеночки, они замазались. Это, конечно, визуально не очень здорово, но вспоминаем, что эта палетка сейчас стоит 600 рублей, поэтому я думаю, это не проблема, отмывается очень быстро, просто ватной палочкой с мицеллярной водой, все прекрасно, бумага не травмируется, не портится, то есть можете спокойно накраситься, и если вас что-то напрягает, ее помыть и положить на свой косметический столик. Короткий вердикт этой палетки: классная, красивая, оттенки здоровские. Давайте посмотрим их уже в макияже. Первое, что мы возьмем, это основу под тени. У меня основа Art Deco, она невероятно классная. Я пользуюсь ей очень давно, достаточно бюджетная, и мне прям очень сильно нравится. Давайте начнем с центрального оттенка этой палетки. Это Baby Face. Сделаем небольшое затемнение оттенком чуть-чуть потемнее. Сразу хочу прокомментировать качество теней. Обычно матовые оттенки, они крошатся, плохо пигментированы, ну как мелок, да, цвет отдают так себе. Здесь совершенно иная картина. Они очень мягкие, шелковистые, невероятно переходят друг друга, и в целом качество очень-очень хорошее, особенно для бюджетных теней. Теперь давайте с вами оформим уголок нашего глаза и возьмем оттенок, который у нас такой матовый, да, с небольшими вкраплениями блесток. Теперь давайте немного вернем анатомическую форму нашего глаза, а потом уже перейдем к блестяшкам и к самым пикантным оттенкам этой палетки. Для этого я беру плоскую кисть. Сейчас у меня будет кисть для бровей, но, собственно, подойдет любая. Кстати, это прекрасный сет кистей от Zoeva. У меня есть обзор, пожалуйста, в подсказке сейчас всплывет. Посмотрите, не разочаруйтесь. Берем, значит, плоскую кисть и наш любой любимый консилер. Ну что, перейдем к сияшкам. И первый оттенок, который мы используем, это такой болотный металлик.
Посмотрите, какой он невероятно красивый, многогранный и очень, мне кажется, подчеркивает цвет моих глаз, они тоже зеленые. Теперь возьмем оттенок чуть-чуть посветлее. Это такая серебристая дымка в цвете хаки. Достаточно интересный оттенок, потому что когда мы на него смотрели в палетке, он все же казался, да, серебристым. Сейчас у нас ситуация абсолютно другая. Вы можете видеть, что он больше раскрылся действительно в какой-то болотной тематике. Да, это хаки, который переливается у нас в зеленый цвет. И мне кажется, что все это отлично друг друга дополняет, перетекает один цвет в другой и создает такую болотную дымку на нашем глазе. Если вы хотите однозначный зеленый макияж, я думаю, на этом практически можно завершить. Но мы с вами смотрим шире, посмотрим на многогранность этой палетки и обратимся к золотому шиммеру, который также здесь представлен, и посмотрим, будет ли он пересекаться с зеленым и как вообще себя поведет. Уже сразу на пальчике можно увидеть, что это такой, я бы сказала, драконий цвет, да, то есть он не золотой, он не коричневый, он какое-то, да, соединение, не знаю, оранжевого, золотого, зеленого, и все это переходит в такой цвет, который, мне кажется, отлично будет сочетаться с тем, что уже у нас нанесено на веки. Кстати, до этого оттенка, до его нанесения я хотела похвалить тени и сказать, что они вообще не осыпаются, потому что если мы посмотрим мой предыдущий обзор на Huda Beauty, там, к сожалению, некоторые оттенки вели себя плохо. Не знаю, с чем это связано, возможно, пигментация другая, структура теней другая, но тем не менее, факт остается фактом. Здесь все, что я наносила, не пылило вообще. Этот золотой оттенок, к сожалению, немножко разлетается, но убирается все просто, поэтому жаловаться не будем. Давайте уже заканчивать с верхним веком, и нам осталось добавить небольшую сияшку в уголок. Используем как раз самый светлый оттенок, который для этого и предназначен. Тоже, да, из интересного наблюдения в палетке оттенок смотрится прям, ну, белым. Немножко есть, конечно, у него зеленоватый оттенок, но, тем не менее, ты смотришь, что такая жемчужина, да, белоснежная. Но на глазе это смотрится опять зелено. Мне кажется, очень симпатично, и никогда не знаешь, как поведет себя тот или иной оттенок. Ну что, давайте буквально немного оформим еще нашу нижнюю складку века. Совсем чуть-чуть, чтобы объединить просто макияж, сделать его единым. Ну что, с тенями завершили. Можете посмотреть на всю палетку, на всю палитру разнообразных оттенков, которые у меня представлены на моем веке. Можно сразу сказать, качество хорошее, цвета пигментированные, практически не осыпаются, перетекают друг друга очень плавно и, мне кажется, прям качественно. Теперь предлагаю сделать небольшую стрелочку, чтобы сделать наш взгляд более выразительным. Так, мне кажется, глаза стали более выразительны. Макияж практически завершен, добавим лишь тушь. Ну что, наш макияж завершен, но для особо смелых я хочу чуть-чуть его дополнить. Возьму изумрудный карандаш от H&M. Честно, у меня очень мало их косметики, но вот этот карандаш достаточно интересный. Нанесем его на слизистую и завершим наш вечерний макияж. Ну что, наш вечерний макияж готов.
можно посмотреть, насколько красиво смотрится эта палетка на зеленых глазах, насколько она вытягивает цвет, как она красиво дополнит карие глаза. И вообще, мне кажется, она украсит абсолютно любую девушку. Ну что, друзья, давайте подведем итог, потому что нам уже на самом деле пора прощаться. Палетка от Colourpop просто потрясающая. Качество отличное, пигментация тоже, тушуются хорошо. Произведены они в США, что оказалось бы странно, да, для бюджетной косметики, потому что обычно она у нас штампуется в Китае. Нет, здесь американское качество, все сделано прекрасно, практически не осыпаются. Единственный оттенок немножко подвел, но не так критично, как в Huda Beauty. Между прочим, Huda почти в 10 раз дороже, если мы будем брать в Сефаре, в российской. Поэтому к качеству претензий нет, к цене нет, к тому, как себя позиционирует бренд тоже, потому что мне очень близка вся эта тематика, которую пропагандирует Colourpop, и в целом, мне кажется, коллекция у них получилась просто потрясающая, палетка, которая подойдет абсолютно всем, которая поможет сделать как акцентный макияж, так макияж на какой-то вечер, да, на мероприятие, так и обычный нюдовый макияж, потому что сейчас, конечно, мы использовали все такие бомба-оттенки, но, поверьте, там есть очень приглушенные, которые можно, да, положить на основное веко, сделать небольшую стрелочку или чуть-чуть пустить в цвет затемнения, и будет тоже потрясающе красиво. Поэтому палетка от Colourpop, малышка Йода, милая, классная, качественная и то, к чему действительно тянется рука каждый день. К сожалению, пришло время прощаться. Друзья, спасибо большое каждому, кто досмотрел это видео до конца. Я по-прежнему очень благодарна вашим комментариям, подпискам, лайкам. Давайте обсудим палетку. Как вам она? Качество хорошее или качество говорит за себя, и это действительно бюджетный бренд? Что вы думаете, стоит ли переплачивать или нужно присмотреться к косметике от Colourpop? И как вам зеленая цветовая гамма? У вас у самих есть зеленые тени? Буду очень рада вашим комментариям, подпискам. До новых встреч!